Добро пожаловать на канал «Это вкусно». Сегодня готовим одно из наиболее известных блюд азиатской кухни – вьетнамский суп фо бо. По сути, это суп с рисовой лапшой и говядиной. Вы собираете его у себя в тарелке, добавляя большее или меньшее количество специй и зелени по своему вкусу. И заливаете все это ароматнейшим пряным бульоном из говяжьих костей. Если вы посмотрите на набор необходимых специй, то может показаться, что вы собираетесь готовить глинтвейн или печь имбирные пряники. Но поверьте, именно сочетание всех этих специй и пряностей делает этот суп таким вкусным. Так что досмотрите видео до конца, будет очень интересно. Ну а чтобы не потерять этот рецепт, подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. И конечно, я жду от вас комментариев и лайков. Итак, мне понадобится 1,5 килограмма говяжьих костей, желательно мозговых, 500 грамм говядины, должна быть мякоть, 1 луковица, 120 грамм корня имбиря, 1 перец чили, 2 зубчика чеснока, 150 грамм рисовой лапши, 80 грамм рыбного соуса, 2 палочки корицы, 2 звездочки аниса, 7 штучек гвоздичек, 7 штук кардамона, 1 лайм или лимон, зеленый лук, кинза, мята, 4 литра воды и соль. Основное, что нужно для наваристого бульона, это вот такие говяжьи мозговые кости. Я их хорошо промыла, залила водой и поставила на плиту. Как только вода закипит и соберется вот такая некрасивая пена, я сливаю эту воду и хорошо промою кости. Разрежу корень имбиря вдоль, я его промыла, но не почистила. Лук нарежу на 4 части. В идеале брать лук-шалот, но для бульона можно использовать обычный. Теперь обжарю все это на сухой сковороде. Можно запечь в духовке. Главное, что все эти ароматы и вкусы, которые раскроются при обжарке, потом перейдут в бульон. Долго жарить не нужно, примерно вот до такого состояния. Теперь складываю в кастрюлю промытые кости, мякоть и поджаренные овощи. Заливаю все это водой и довожу до кипения. Как только на поверхности появляется пена, я ее собираю. Варю бульон на слабом огне примерно 2-2,5 часа. Вот такой наваристый бульон получился. Сейчас я достану мясо и отложу его пока в сторонку. Начну колдовать над бульоном. Добавляю в него гвоздику и кардамон, затем палочки корицы, бадьян и вливаю рыбный соус. Просто нюхать его я не рекомендую, но аромат и вкус он придает очень хороший. Вот такие нюансы, так что заменить рыбный соус ничем не получится. Варю бульон еще минут 30, чтобы все ароматы раскрылись и объединились, после чего бульон процеживаю. Процесс варки бульона самый долгий, поэтому лучше не варить его мало, а просто заморозить оставшийся и использовать позже. Бульон у меня получился достаточно жирный, поэтому я собрала часть жира. В готовый бульон добавляю соль по вкусу и черный молотый перец. Нарежу отварную говядину тоненькими кусочками. Я их делаю небольшими и пока уберу в сторонку. Вообще суп фо бо готовится с рисовой лапшой, но у меня сегодня рисовая вермишель. Залью ее горячей водой и добавлю немного соли. Дам ей немного постоять, а пока нарежу зелень. Очень-очень тонко нарезаю немного красного лука, в идеале лука-шалот.
Нарежу зеленый лук. Белые корешки лука добавляют прям целиком в суп, но мне захотелось их тоже измельчить. Далее измельчаю кинзу и мяту. Еще добавляют зеленый базилик. Зелень можно не резать, а просто нарвать руками прямо в тарелку. Теперь перец чили и чеснок. Я нарезаю всего понемногу, только на одну порцию. И теперь мне осталось нарезать сырую говядину. Эта часть говядины должна быть достаточно мягкой, так как готовится она непосредственно в тарелке. Нарезать ее нужно тоненькими полосками, и затем я еще немного их измельчаю. Вермишель моя готова, я солью ее и промою холодной водой. Бульон ставлю на плиту, он должен кипеть. Вот теперь у меня все готово для сборки супа. Почему сборки? Да потому что он как конструктор. Вы можете добавить в тарелку себе такое количество всех ингредиентов, которое вам по вкусу. Первая идет лапша, но, как я уже сказала, у меня сегодня вермишель. На вкусе это не отразится, потому что лапша тоже бывает разной, более тонкой и более толстой. Далее выкладываю кусочки отварного мяса. Сверху присыпаю красным луком. Залью это небольшим количеством бульона. И сейчас добавляю сырое мясо. Его я беру немного, так как делаю на свой вкус. Вариант супа фобо без сырого мяса тоже есть, поэтому можете его не использовать. Заливаю это опять кипящим бульоном, и мясо прямо на глазах начинает готовиться. Вот поэтому бульон и должен кипеть, а мясо мы нарезаем очень тоненькими пластинками, и оно практически сварится уже в тарелке. Теперь добавляю всю зелень. Перец чили и чеснок. Вьетнамцы добавляют еще ростки бобовых. И, конечно же, сок лайма. Ну, можно взять и лимон. Соевый соус в суп фобо не добавляется, а вот соус чили по желанию, но мне вполне хватает и перца. Аромат сваренного бульона и уже готового супа отличается, так как в бульоне у нас больше пряных ноток, а уже в готовом супе раскрывается весь аромат азиатского блюда. Суп действительно очень вкусный, не зря он вошел в двадцатку самых вкусных супов в мире по версии CNN. Отличный вариант супа на обед. Так что готовьте и не забывайте следить за нашими выпусками. Ну и конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал и поддержите меня лайком и комментарием.